Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз на ближайшие дни с 10 по 20 февраля. Давайте узнаем, что ждет, что прояснится в эти 10 дней, что вас, возможно, удивит или будет для вас неожиданно. И первые три карты, что самое важное для вас в эти 10 дней, в эту декаду будет – что, с чем это будет связано, может быть, и с кем. Достанем три карты, как три знака судьбы, как секретная карта, да. Вот те подсказки, мы не задаем вопросы, на чем акцентирует внимание, ваше внимание карты. Каковы будут эти дни, в ближайшие дни, совсем скоро, по сути. Позволим себе заглянуть в будущее, да, три карты, три знака судьбы. И следующая карта, давайте узнаем, так что же вас удивит или, мои дорогие тельцы, ну, несколько как-то неожиданно для вас может стать, и что прояснится. Раскроем, что вас ожидает в личной жизни, что ждет, как и пары вопросы, или для тех, кто один или одна, в целом, каковы энергии идут на личную жизнь. Что ждет вопросы дома, что ждет на работе, у кого-то бизнес, у кого-то учеба, у кого-то просто важные контакты, встречи, какие-то планы и финансы. Итак, что же тут нам подсказывают карты? Есть какой-то человек, карта харизматичного лидера, может быть, у кого-то буквально человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец или имеет там асцендент. Мысли о нем или человек вот в вашей жизни присутствует. Но иногда мы говорим, кто это? Это где-то может быть сигнификация руководителя, да, тот, который дает приказы или говорит, делай так, вот эдак не делай. Все же здесь именно присутствует тот человек, который может вас на что-то вдохновлять или, ну, как направлять, или, может быть, мы все разные. От этого человека каким-то образом вы связываете свою жизнь или то, что вы будете дальше делать, может быть. Карта вам говорит, ты сам, телец, на себя такие энергии примерить где-то, потому что если мы говорим о сигнификации людей, то это все же именно харизматичный лидер. Он нас притягивает, он для нас где-то будет как магнит. Да, может быть, и есть что-то рациональное, интересное, то, что он говорит или советует, но делать он это за нас не будет. Ну, вот именно где-то руководителем быть. Может быть, уделить внимание организации собственной жизни, мои дорогие тельцы. Вот каковы энергии. Но тут ведь может быть вот как факел, да? Какое-то желание осуществить именно задуманное дело, задуманный вопрос. Или по конкретной персоне, может быть, это вы испытываете притяжение, силы как будто, да, притяжение к этому конкретному человеку. Второй знак судьбы. У кого-то вот, кстати, жезлы, больше это и дела работы бизнеса, и откуда к нам приходят деньги. Если в целом мы берем энергетику этой карты, это какой-то боевой настрой ваш, может быть, вполне. И дальше у нас вопросы дома, вопросы пары, вопросы семьи или буквально недвижимости, места жительства. Очень приятная всячески карта. Я должна сказать, несмотря на то, что февраль у нас может быть, ну, непростым месяцем где-то, но очень интересным. И это не сарказм, отнюдь нет. Какая-то перезагрузка в той или иной степени для каждого из нас абсолютно в феврале будет проходить. Я не останавливаюсь долго, я вас просто хочу пригласить на свой сайт, и я оставлю все ссылки в описании под видео. Моя последняя статья «Волшебный мост между прошлым и будущим». Вот что можем или как мы можем назвать февраль месяц. И если для других знаков зодиака, хотя и для вас это тоже может проигрываться по асценденту, по луне, когда, ну, какие-то где-то турбулентности, они могут быть в деньгах, вопросы бизнеса, работы, какие-то документы, согласования, контакты, и что-то может сбиваться, то для вас, для вашей жизни, мои дорогие тельцы, стабильное время. Это вопросы в основном дома. Дома, семьи, ну, где-то и финансы тоже, безусловно. Но вот все то, что составляет благополучие, у вас сейчас есть возможность так, с одной стороны, что-то стабилизировать, укрепить, и вот так вот постепенно, не быстро, не рывкообразный какой-то момент это, а именно такое поступательное движение в плане финансов, ну, как уже как будто мы постепенно разгоняемся, да,
Вот где-то такие энергии будут, когда все равно совсем скоро вы вырулите на обгон. Давайте откроем следующий знак судьбы. Все от вас зависит. Карта «Отшельник» нам говорит: вам никто не мешает. Но в центре внимания мы говорим как знак судьбы. Сейчас ваша независимость. Вот поэтому продумайте. Персональная первая карта, она все-таки заставляет задуматься. От кого телец еще пока зависим? Может быть, зависимы, но мы все зависимы, правда? Мы зависимы от ситуации, мы зависим от обстоятельств. Мы, если приходим на работу, понятно, мы от руководителей, от каких-то приказов или каких-то норм. Ну, понятно, в обществе тоже. Но это все так, то, что мы на это не влияем, да. Но вот именно лично ваша независимость, может быть, где-то финансовая независимость, хоть у нас и десятка, казалось бы, чаш, но карта подразумевает полный баланс во всех сферах жизни. И дом, и личная жизнь. Ну, где-то в целом благополучие, и это, как ни крути, финансы тоже. Вот вам нужно что-то стабилизировать, как будто обрести почву под ногами. И потом, вполне вероятно, есть какая-то задумка, мечта, тут у кого что, какой-то план. Может быть, у кого-то поездка. Я, кстати, отшельник может показаться, что он сидит, а на самом деле отшельник, он идет, но он идет очень медленно. Он не торопится никуда, он философ. И еще такой немаловажный момент. На отшельника невозможно влиять. Его невозможно купить буквально на какие-то сладкие речи, обещания или какое-то призрачное завтра. Он понимает, то есть он философ, но что бы ему ни говорили, он анализирует холодным рассудком. И тоже так же, если кому-то что-то не нравится или не соглашается, то ему тоже все равно, потому что он все равно продолжит свой какой-то путь. Вот вам карта говорит, что вот у тебя телец, как будто сейчас, подумай, где ты завис, в каких ситуациях, как будто нужно организовать свою жизнь как-то по-новому, и у вас это получится сделать очень хорошо. Более того, чем быстрее мы наведем порядок в собственной жизни, тем быстрее мы как будто отправимся вот в этот жизненный путь. Произойдет вот эта перезагрузка. А у нас практически весь февраль– это перезагрузка, старший аркан. Поэтому у кого-то может быть так, вы планируете дорогу или даже какой-то переезд. Может быть, что-то и не состыковывается. Этот период, он сам по себе февраль. Он может быть, когда что-то выходит из строя, да, сбоит, мы говорим. Когда накладываются как или сбивается расписание какое-то, информационный какой-то поток, тоже такой непонятный. Тут надо и себя, безусловно, сохранять, но и рассматривать альтернативные варианты. Как будто вот совсем скоро ты подойдешь к той черте, как демаркационной линии, когда тебе, возможно, придется еще и какой-то выбор делать. Но вот это так, немного забегая вперед. Давайте будем с вами узнавать, что же вас удивит, мои дорогие тельцы. Ваши негативные мысли. Вы можете именно сами удивиться. Может быть, период был у вас какой-то сложноватый предыдущий, но я такое допускаю все-таки. Уран-то пока еще в вашем знаке, но с 4 февраля он уже в прямом движении. Это уже заключительные аккорды, последние шаги Урана в вашем знаке. И уже с 26 апреля он перейдет в Близнецы. Но в вашем он окажется в втором доме, поэтому где-то финансы все же на контроле, да? Держим руку на пульсе. Но, может быть, вы знаете, вы тут будете для себя, я вам скажу, что вас может удивить. Вы думали или о ком-то, или о конкретном деле, что вот оно обстоит таким образом, как вы это себе представляли. Здесь будет какая-то метаморфоза, когда либо вы о человеке что-то узнаете. Причем это может совершенно спонтанно произойти. Или вы узнаете, что вот ваши отношения, пусть это касается именно какого-то дела, оформления, соглашения, договоров, ну, чего угодно. Вы-то тоже представляли конечный продукт как-то иначе, а тут были другие причины. И вы удивитесь, почему же я этого не видел. Вот такое может быть. Что вас удивит или появится неожиданно. Ну, колесо фортуны. Ну вот, видимо, как глаза наши открылись, и сразу мы видим другую реальность. Вас может точно так же, знаете, удивить, да, если вот подобное у вас происходит, когда были уверены в чем-то, а потом
приходите к выводу: "Ёлки, так вот я и застрял или застряла именно потому, что, ну, как-то неправильно оценила факты или неправильно понял какой-то момент", то вот теперь как убыстрение идет именно после того момента, когда мы принимаем, что мы в чем то ошибались или были неправы. Это вас может не то что удивит, а даже где-то застать врасплох. А как это вот, казалось бы, оно так все просто и понятно, почему от меня, от моего внимания это ускользнуло? Вот будьте внимательны. Причем это может быть связано с чем угодно. У кого-то с человеком, у кого-то сам по себе человек, может быть, в разговоре проговорился или будет рассказывать: "Я ж тебе говорил", например, да. А вы что-то вспомните, проанализируете, сложите какие-то факты и подумайте: "А ведь точно говорил, разговор был". Но почему-то я в тот момент этому не придал значения. И вот как только мы как будто прозрели, сразу наши дела и где-то идут на лад. Когда выпадает фортуна, сама по себе фортуна, удача, мои дорогие. И это неожиданно. Но нам не говорят о том, что так будет всегда. Все же эта карта где-то и перемен, скорости, но ведь и время мы не должны упустить, потому что, как известно, колесо все таки да, и мы можем оказаться, вы, мои дорогие тельцы, вот обратите внимание, наша девушка, она как будто баланс держит, стоя на цыпочках на вращающемся колесе, на одной ноге. А под этим колесом еще 3, и каждый вращается в свою сторону. А тем не менее, какой-то ее волшебный танец получается. Вот поймала она этот баланс. Вот вам тоже надо какой-то баланс словно поймать между вашими желаниями, между организацией вашей жизни и именно теми событиями, которые происходят вокруг вас. И будь то это само по себе событие, обстоятельства, или пусть это будут решения каких-то людей. С чем это связано или с какой сферой жизни? Хочется еще одну карту достать. У кого-то это именно на уровне эмоций. Но, видимо, у каждого свои какие-то откровения будут. Но карта праздника. И если мы вот правильно с чем-то распределим или распорядимся, или правильно как-то сумеем оценить, может быть, даже информацию, то как будто праздник нам обеспечен. Ладно, давайте тогда мы узнаем, что же прояснится. Вот знаете, вам казалось, тут действительно, вам казалось, что куда-то закрыта дорога, а вы просто не видели чего-то. Я не утверждаю, конечно, может быть, вы и сами от чего-то отказались, к примеру, да, по башне, и думали, что ну все, песня спета, вопрос закрыт. А здесь вы узнаете, да нет, вопрос не закрыт. И у кого-то это может быть связано с какой-то поездкой. Может быть, та поездка, которую вот прямо сейчас вы не осуществите, ну, либо известия, которые вы получаете от других людей, либо это что-то даже через средства массовой информации. Вы что-то слышите, и вы более так, ну, настойчиво, наверное, или пересмотрите, что нет, все-таки ехать нужно. Даже если сейчас нет возможностей, то, в принципе, я как бы ставлю себе это в план. Как будто существует то место, куда вам нужно обязательно попасть. Вот что прояснится, почему сложилась та или иная ситуация, когда вы сказали чему-то или кому-то нет. Здесь могут быть новые обстоятельства дела. Здесь может проясниться, когда буквально меняются законы, положения, и это будет связано даже с какими-то мирового масштаба событиями или средства массовой информации. Хотя я для кого-то могу предположить и другой момент, когда вы, наоборот, все же мы все разные. Вы скажете: "Нет, я еду куда-то именно прямо сейчас". Может быть, обстоятельства так складываются, я не отложу на потом, потому что, ну, может быть, это уже потом небезопасно. Меня смотрят люди из разных стран. Башня, что это такое? Но помните, здесь по башне как будто пути и дороги открываются, а при этом, смотрите, тут может скрыться и нечестность какая-то, тут может скрыться и, знаете, как коварный план чей-то, вот это я тоже прояснится, да, вот именно какое-то дело. Я допускаю, что это вы думали, как вот я говорила, что это коварный план, а может быть у человека такие обстоятельства, или это чем-то вот объяснимо. Вы могли думать раньше словно, или вот как башня, да, вы, может быть, уже даже от чего-то отказались, а здесь будет какой-то возврат. Вам придется
передумать как минимум. Что же прояснится? Застой какой-то прояснится, правда? Почему было именно так? Время принимать важные решения. 4 карты. Вот я вам скажу, что прояснится. Проясняется какая-то ситуация, когда вы попали в просак. Или когда вы попали в сложную, может быть, у кого-то финансовая ситуация, у кого-то это с конкретным местом будет связано, может быть, и местом жительства. И при этом, может быть, и какие-то сопутствующие там истории тоже, да. Но самое главное, что прояснится, вы насчет себя что-то проясните, потому что либо вы включились в какое-то дело или вопрос, а вам туда, в принципе, не надо было. Может быть, была какая-то тема, у нас в феврале как раз на это и богат, когда, ну, нам как демонстрирует пространство, какую ошибку мы повторяем из раза в раз. Это вот знаете, у нас же Хирон, символ израненного целителя или какой-то заезженный сценарий. Так вот, Хирон у нас сейчас в Овне. У меня есть тоже статья на сайте, вы можете ее найти. Но я к чему говорю, что вы проходили как какой-то дорожкой не один раз, а несколько. Одна и та же ошибка или вот этот повторяющийся сценарий в вашей жизни был раз не единожды, а тоже несколько. И раз за разом, может быть, вы у себя спрашивали: "А почему мне не везет?" Или "А почему у меня все время все что-то не так складывается?" И вот тут вы получите ответ, что а именно потому, что ставку я делал не на того или рассчитывала не на тех. Тут нужно было изначально рассчитывать на самое себя и не включаться в какие-то вопросы. Не продолжать явно что-то. Научиться говорить «нет», вовремя выходить из тех дел, которые для вас не перспективны и неинтересны. Вы по поводу себя тут что-то проясняете. Может быть, это даже как вот я сказала все то, что говорила по аркану колесо фортуны, потому что даже у кого-то это начнется с того, что, может быть, и человек, да, какой-то заявится буквально на порог и в прежнем ключе вам что-то начнет опять обещать или какие-то старые песни. Вот вы столкнетесь в очередной раз с тем, что вы уже слышали, знали, видели, участвовали. И вот какая-то невидимая сила тоже запускает в нас перезагрузку, как будто внутренний, знаете, какой-то барьер вам говорит, подсказывает на уровне подсознания. Вот в этом моменте стоп, вот здесь не продолжай, вот здесь будь внимательна или будь внимателен. Тут проясняется, почему долгое время у нас этот застой и получился. Или почему мы как бы допустили вот эту башню в нашей жизни. Что ждет в личной жизни? Король Пентаклей. Ну, это вы сами где-то, мои дорогие. Вообще, это карта близких или даже супругов. Но это еще и ваша карта. Неважно, пусть меня смотрят девочки, мои дорогие. Значит, для вас, я не исключаю, да, в личной жизни, это партнер по браку или, может быть, вы вместе проживаете. В принципе, стабильность. Но и для вас, с учетом всего, что выпало, и мы с вами говорили, видимо, более мужские энергии. Может быть, это вам придется сразу и дом обустраивать, или заниматься финансовыми вопросами, вопросами с банками, у кого-то точно так же. И тут некогда, не до эмоций. Вот кто-то из вас вообще на время об этих эмоциях забудет и даже махнет рукой, и вообще все то, что предлагается из разряда ну, каких-то мечтаний, ну вот сейчас явно тельцу не до этого. Вот такие сдержанно холодные энергии и очень расчетливые вот от начала до конца. Но для тех, кто в паре, я могу сказать, вот именно паре, стабильные отношения. Но тогда вы один другого будете дополнять или строить вместе планы. Тогда мы как одна команда. Тут не просто про страстную любовь. Скорее всего, король Пентакли, он говорит о надежной дружбе. Примите это к сведению. Вопросы дома. Ну, как будто ехать надо. Ну, вот правда. Вот все то, что я через поездки, перемещения вот говорила до этого момента, у каждого как-то проиграется в своей траектории, в своем ключе. Но явно и дома тоже что-то нужно менять или к чему-то подготовиться как будто, потому что одна эпоха явно завершается, как будто закрывая в прошлое дверь. Точно.
И пусть даже мы будем говорить, у кого-то да все нормально, никто никуда не собирается, но по аркану звезда ведь это всегда траектория длительная. Это одна из карт выбора правильного направления, причем на лет на 10-20, то есть это на какой-то продолжительный период. Поэтому и по части дома вы будете, кто-то вообще будет заниматься, если не имеете своего жилья, какую-то тут вы стратегию, тактику будете себе создавать. Может быть, это будет связано у кого-то с переездом, перемещением. Банально у кого-то купля-продажа. Не могу здесь, допустим, те деньги, которые у меня есть или будут, они в определенной сумме. Там бы, где я хотела или хотела, ну, купить я недвижимость, допустим, не могу. Значит, вы можете искать какие-то более отдаленные варианты, которые вас устраивают по другим параметрам, но вам где-то подъемны по денежкам. Какие-то варианты будет просчитывать телец и правильно делает, потому что ваше желание, мои дорогие, по дому сбудется. Нам, в принципе, говорят, у кого-то может даже, знаете, совпадать, когда вы можете получить какие-то неожиданные известия, да, все же колесо фортуны и аркан башни. У кого-то это может проиграться именно в отношении жилья. Может быть, патовая ситуация по жилью. Вполне такое предполагаю. Тогда, знаете, как будто не цепляйтесь. Не цепляйтесь за что-то, потому что тут чем быстрее вы начнете рассматривать альтернативные варианты, тем быстрее ваша жизнь пойдет как будто в гору на подъем. Давайте мы достанем еще одну карту. Это именно по части дома. А кто-то вместе с парой, да, будет уже со своим человеком. Тут правда может быть что-то вы хотите переиграть. Или один одна, или вы вместе, но как будто вот не получится так, как прежде. Или как прежде вас уже не устраивает. И тут у каждого своя конфигурация. Нам буквально знание сила. Говорят по этой карте, вы можете изучать свой вопрос или изучать, как вы можете подступиться к этому вопросу. Как вы, может быть, сможете обойти какие-то правила, решить вот именно жилищный вопрос. А для кого-то из вас совершенно, может быть, необходимо куда-то поехать. Может быть, и не на постоянно, у кого-то командировки. Но вот у кого-то именно по дому будет связано с перемещением, может быть, когда уехал, приехал. Ну да, вот кто-то работает, там жизнь на колесах практически, и так тоже бывает. Тогда, тем не менее, вопросы быта, они будут для вас ну, как-то так стоять, я бы сказала, остро все-таки. Вам все равно нужно, если не буквально сейчас, то увидеть свою какую-то перспективу. И самое главное, наверное, знаете, здесь могут сопровождать по части дома как страхи. Получится, не получится. Или какая-то ненужная философия у кого-то из вас, вот, кстати, может проиграться. Мы ведь спросили, да, ну как, что вас удивит? Вот тут может быть такая метаморфоза, когда вы узнаете, ну, о том, что вот как будто ехать надо, да, вот, неважно с какой ситуации, их может быть с тысячи, наверное, ну, сотни, так это факт. Но, понимаете, тогда у тебя как будто телец будет другой вариант. Колесо фортуны рядом. Она может быть именно страшна, потому что мы не знаем. Вот мы смотрим в этот горизонт, но мы ничего не видим. Вроде к прошлому мы повернулись спиной. А что там за этим горизонтом? А Бог его знает. Или вот как эта девушка, которая 2 шага вроде над пропастью. Ведь не так много. А ты попробуй их соверши. И нам первый вот именно шаг, как будто ступить на эту тоненькую жердочку, просто в принципе страшно. А потом еще оторвать ногу и еще второй шаг. Но тогда нам говорят: и не оглядывайся назад, как предыдущая карта, но и не смотри вниз, смотри все время вперед и обладай определенными знаниями или собери нужную информацию. Работа, документы, важные дела, встречи, планы. Вообще, организовать свою жизнь как-то по-новому, правда. Это не просто слова. А император, помимо всего прочего, у кого-то может быть и дома такой император, который говорит: "Делай так, не делай эдак". Вот у кого-то и так, правда, проиграется. Но тем не менее у кого-то на работе, да. И ведь по императору это именно как власть, структура, порядок. Ну и порядок в нашей жизни. Порядок в собственном, может быть, и доме, и на работе, или в вашем бизнесе. А у кого-то буквально согласование, получение документов, какие-то консультации. Или есть тот человек, который, ну вот как руководитель, будет у вас какой-то контакт. Может быть, вам, я не исключаю. Все же так карты выпали.
Куда-то придется именно по части работы и поехать. Может быть, это недалекие какие-то перемещения, переезды, консультации, инстанции, какие-то конторы, представители власти. Может быть, и вам придется общаться больше как раз с теми, которые стоят несколько выше как бы на ступенях лестницы иерархии. Будьте к этому тоже готовы. Но все же карта говорит, ты сам будь императором, телец. Вот приходит время, ну, как будто и не только организовать свою жизнь по-другому, а и не надеяться на кого-то. Точно. И тогда ваши желания начинают сбываться. Может быть, для тех людей, кто в паре, то здесь, ну, конечно, тут задумка, как и вашего союза, как и, может быть, по части дома, по части, откуда к вам приходят деньги. Все же мы больше смотрим на работу. Но у кого-то, мои дорогие, вторичный заработок. Может быть, работа на дому. Именно то, что касается по работе. И, может быть, кто-то будет думать, оставить одну работу и отдать как предпочтение чему-то другому. Если вот для кого стоит такой вопрос, помните, Уран, он все дробит, и была одна работа, а теперь вроде как две, то для вас будет, знаете, очень важно, первое, отдых, но и с другой стороны, не количество все-таки, а качество, когда мы стремимся к тому, что мы не взваливаем на себя какой-то очень тяжелый груз. Мы себе все-таки даем отдых, но тогда наша работа должна вот именно перерасти как в качественное иное значение, когда работы меньше, но за счет качества финансов она приносит больше. Подумайте об этом. Очень добрые карты на перспективу и конкретно на получение денег. А что же по деньгам? Сами по себе деньги. А вот ты тут не рассказывай, о том, как у тебя идут дела, о том, как ты или что ты собираешься делать. А вот ты не рассказывай, телец, что ты собираешься делать, о том, как у тебя идут дела, о своих планах, о своих вообще финансах, даже если у тебя кто-то беспардонно спрашивает. Черный кот говорит о том, что королева жезлов умеет хранить тайны свои и чужие. Примерьте на себя эти энергии. Ведь это карта символ сильного человека, которого жизнь ставила много раз сложные условия. Когда буквально, ну вот мы говорим, нагибала, да, но она поднимается вновь. И за счет, конечно, собственной харизмы, за счет того, что приходится много работать, не без этого. Ну, не боится она работы. Но это та, ну, может быть, даже, если мы говорим, у нас королева выпала, это как бизнес-вумен. Может быть, это либо карьерист, либо карьеристка. Деньги нам сказали, есть будут. Но, может быть, не в таком эквиваленте, да, потому что карты больше заставляют задуматься, нежели потратить. А я бы сказала, февраль не самое лучшее время во что-то, в принципе, вкладываться. Тут нужно, ну, даже если есть необходимость, все тщательно просчитывать, мои дорогие. И действовать, вот, наверное, как этот отшельник. В этом они отчасти похожи с королевой жезлов, потому что она сама принимает решения, надеется на себя, и, стало быть, никто не подведет. Ну а дальше она действует. И если что-то идет не так, она вовремя корректирует планы. У нас выпала как бы, да, пара. И тогда для кого-то это все-таки и вопросы, и работа, может быть, и личная жизнь, и дом, и финансы. Все как в одном каком-то узле переплетено, очень тесно, потому что так вот карты как-то ложатся для вас. И вы будете, тельцы, может быть, где-то подустали, даже я это допускаю. Но вот этот Гордиев узел, вот так вот, это ведь отшельник, это тот как раз, который спорные, запутанные ситуации умеет решать. Ну вот, видимо, у вас какая-то такая ситуация в своей жизни есть, и вам ее предстоит или определить, или даже решить и уже понимать, а что же будет дальше, или что вы будете делать дальше. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите в описание под видео, я оставлю ссылки, переходите на мой сайт и читайте мои статьи. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.